Всем привет! Сегодня в этом выпуске попробуем сделать антилед и антидождь своими руками и, конечно же, проверим это средство в работе. Итак, погнали! Провести такой эксперимент меня сподвигла вот такая жидкость, которая стоит в магазине порядка 150 рублей. Захотелось повторить такую жидкость, ведь судя по составу это элементарно. Ведь в основу таких жидкостей входит силикон и изопропанол, то есть изопропиловый спирт. Для эксперимента нам понадобится незамерзайка, силиконовое масло ПМС-100 или ПМС-200. Отличаются они вязкостью. ПМС-200 более вязкая. Также понадобится и силиконовая смазка в спрее. В баллончике содержится от 15 до 30% силиконовой жидкости. Прежде чем мешать силикон с незамерзайкой, посмотрим, как она смешивается. Ведь если верить химии, то силикон в изопропаноле и этаноле смешивается частично и не полностью. Что ж, проверим, ведь производителям автохимии это же как-то удалось. С незамерзайкой, как и следовало ожидать, силикон смешался плохо, хотя часть силикона все-таки растворилась. Об этом можно судить по помутневшей жидкости. После часа отстаивания видны маленькие нерастворенные пузырьки силикона. Теперь смешаем силикон с 95% этанолом. Зальем в пробирку буквально 0,3 кубика силикона в 9 кубиков спирта. Как видно, без размешивания силикон просто оседает. А после размешивания в 95% спирте вроде бы силикон растворился полностью. Что ж, давайте оставим пробирку в покое на часик и посмотрим, действительно ли силикон растворился полностью. Спирт как был помутневший, таким и остался. Но все-таки силикон не полностью растворился. Малая часть нерастворенного силикона все-таки осталась. Химия есть химия, ее законы не обмануть. Теперь смешаем этанол с силиконовой смазкой из баллончика. Сделаем парочку пшиков, 6 кубиков спирта. После размешивания также не полностью растворяется. Ну что ж, исходя из того, что силикон в изопропаноле и этаноле смешивается не полностью, на 5 литров незамерзайки добавлю полкубика силиконового масла ПМС-100. Погнали! После взбалтывания вроде весь силикон растворился. Ну что ж, пойдемте заливать в бачок омывателя. Бачок омывателя абсолютно пустой, зальем его до полного. Но прежде чем пробовать наш коктейль, давайте распылим воду на чистое стекло и посмотрим, как она будет скатываться. Видно, что капли воды задерживаются на стекле и очень нехотя скатываются. А на ходу очень плохо видно дорогу. А теперь пойдемте побрызгаем на стекло нашим самодельным антидождем. Белесых разводов при работе стеклоочистителей практически не остается. Есть, конечно, в самом верху стекла недотиры и пропуски, но это из-за того, что я еще не успел сменить поводки. Старые поводки плохо прижимают дворники. Снаружи лобовое выглядит абсолютно нормально и без жирного налета. Побрызгаем его. Мне кажется, капли воды после обработки стали активнее скатываться. А вы как считаете? Напишите об этом в комментариях. Да и дорогу, мне кажется, немного лучше стало видно. И на скорости 60-70 км в час капли потихоньку убегают со стекла. Да хрена на скорости, даже стоя на месте капли убегают. Ночью, кстати, бликов на лобовухе не увидел, с этим все нормально. Как вы уже, наверное, заметили, зима к нам еще не пришла, и я не могу сделать вторую часть эксперимента и проверить наш самодельный антилед. Так что жмите лайки и репостите видео. Может, тогда к нам скорее придет зима, и я сниму вторую часть этого эксперимента специально для вас. А у меня на этом все. Кому понравился выпуск, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и добра. Пока.